Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. Меня часто спрашивают в Инстаграме: мол, Элин, как тебе удается поддерживать себя в форме? На самом деле ответ банально прост. Это полноценный сон всегда 8 часов, это достаточное количество воды и, конечно же, правильное питание. Основа моего рациона – это всегда овощи и фрукты. В сегодняшнем видео я вам расскажу о продуктах питания, которые помогут вам оставаться молодыми как можно дольше. Итак, давайте разберемся, что такое старение. Это естественный биологический процесс деградации организма человека. Его ускоряет процесс воспаления в организме, который истощает пул стволовых клеток и нарушает их межклеточную коммуникацию. Таким образом, органы и ткани медленнее восстанавливаются, и человек стареет быстрее. На воспаление в организме влияют различные факторы, и одним из которых является питание. Ребят, вы сами выбираете, что класть себе на тарелку, что попадет к вам внутрь, чем вы будете себя насыщать и питать. Поэтому питание должно быть правильным, здоровым, сбалансированным. Также некоторые считают, что я, например, питаюсь правильно, слежу за своим рационом только для того, чтобы оставаться в хорошей форме, чтобы у меня была хорошая фигура. На самом деле нет. Я в первую очередь всегда думаю о своем здоровье, потому что здоровье – это залог нашей счастливой, качественной жизни. А хорошая фигура уже является, скажем, назовем это побочным эффектом от того лайфстайла, который мы ведем. Если мы питаемся правильно, если мы занимаемся физическими нагрузками, то мы будем выглядеть хорошо. У нас будет хорошая кожа, хорошие волосы, хорошее качество тела. То есть в первую очередь нужно думать о здоровье, оно должно быть в приоритете, а потом уже все остальное. А сейчас, ребят, пойдемте в магазин, я вам покажу продукты, которые обладают антивозрастными свойствами. Просто рай для веганов, для вегетарианцев. Столько фруктов, овощей. Какой выбор. Также есть такая классная опция. В магазине можно сделать натуральную миндальную пасту из любого, ореха. Первый анти-эйдж продукт – это чеснок. Не зря я его обожаю с самого детства и кладу в большинство блюд, которые я готовлю. Старение кожи происходит под воздействием факторов, как внутренних, так и внешних. Сюда же можно отнести генетическую предрасположенность, курение, употребление алкоголя, ультрафиолетовое излучение. Кстати, когда кожа множество раз подвергается ультрафиолетовому излучению, это приводит к фотостарению кожи. То есть под воздействием ультрафиолетового излучения там разрушается коллагеновые соединения, они деградируют, и таким образом кожа становится менее эластичной, тонкой, появляются морщины и так далее. Так вот, соединения чеснока обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это доказали корейские ученые, которые, добавив в рацион грызунов чеснок, заметили, что он предотвращает старение от ультрафиолета и появление ранних морщин. Этот продукт буквально оживляет замерзшие с возрастом клетки. В своем составе чеснок имеет аллицин, вещество, которое, попадая в организм, начинает взаимодействовать с эритроцитами и вырабатывает сероводород. Это соединение является биологически активным стимулятором, который помогает буквально пробудить замерзшие клетки. Небольшого объема образующегося водорода достаточно для того, чтобы уменьшить давление в кровеносных сосудах, уменьшить воспаление и улучшить работу сердца. В общем, для того, чтобы быть здоровым, нужно есть больше чеснока. Также очень важно отметить, что этот овощ теряет свои полезные свойства при термической обработке, поэтому лучше его употреблять в сыром виде. Еще интересным фактом является, что жители Средиземноморья, там, где больше всего зафиксировано долгожителей, они употребляют в среднем 1 килограмм чеснока в год. Следующий продукт – это черника. Организм человека стареет, когда в нем происходят окислительные процессы. Усиливает окислительный процесс, когда количество свободных радикалов, повреждающих клетки, становится больше, нежели антиоксидантов. Черника в своем составе имеет антиоксидантные соединения, полифенолы либо флавоноиды, которые
которые уменьшают активность веществ, создающие свободные радикалы. В 2007 году ученые проводили эксперимент, в ходе которого 168 участников ежедневно выпивали литр черничного и яблочного сока. И через 4 недели ученые отметили, что окислительные повреждения ДНК от свободных радикалов у людей сократилось на 20%. И это еще раз доказывает, что богатая флавоноидами черника может нейтрализовать свободные радикалы, защищать клетку и тем самым замедлять процесс старения. Что касается ягод, я могу их есть просто так, вообще не добавляя никуда. Я беру малину, ежевику, чернику, просто делаю микс и ем там во время того, как я работаю. Ягоды — это очень полезно. Также можно просто на завтрак приготовить. Например, я использую вот такой йогурт. Он на основе молока из кешью сделан. Мы выливаем этот йогурт, он не сладкий, здесь 0 сахара, добавляем сверху ягоды, орехи, и такой неплохой вариант завтрака получается. Следующий продукт – это свекла. Она является буквально сокровищницей полезных веществ и витаминов. В ее составе есть витамин С, калий, магний, фосфор, медь, железо, фолиевая кислота. Также овощ в своем составе имеет клетчатку и такое вещество, как бетаин. Оно способствует тому, чтобы понижалось кровяное давление, уменьшалось воспаление и уменьшалось отложение жира в печени. Ну и, конечно же, этот овощ богат антиоксидантами, которые способствуют тому, чтобы кожа всегда оставалась упругой и молодой. В 2017 году проводился эксперимент. Американскими учеными было выбрано 26 добровольцев. Все эти люди вели активный образ жизни. Их поделили на 2 группы, и одна группа каждый день употребляла свекольный сок, а вторая группа употребляла плацебо. И в конце эксперимента ученые поняли, что люди, которые употребляли свекольный сок, у них уменьшилось кровяное давление, а также улучшились когнитивные способности. Но также ученые отмечают, что очень важно вести активный образ жизни, заниматься спортом для того, чтобы в долгосрочной перспективе замедлить процесс старения не только организма, но и мозга. Из свеклы можно делать что угодно. Можно, например, сделать сок, можно запекать, можно натереть на терку, например, добавить какой-то соус, чеснок и так далее. Следующий продукт, который позволяет нам оставаться молодыми, это цитрусы. Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты, мандарины в своем составе имеют витамин С, который является отличным антиоксидантом. Также витамин С способствует выработке коллагена. А также исследования показывают, что витамин С способствует регенерации клеток кожи, уменьшению морщин, а также предотвращает старение от ультрафиолета. Диетологи считают цитрусовый ключом к молодости и долголетию и также рекомендуют в день употреблять 1 фрукт. Цитрусы в своем составе помимо витамина С имеют полифенолы, которые защищают клетку от воздействия свободных радикалов, вызывающие процессы в организме, схожие на гниение либо ржавение. Также очень важно употреблять продукты, богатые линолевой кислотой, а это растительные масла и орехи. Грецкий орех, макадамский орех, арахис, миндаль и так далее. Проводилось исследование 4000 женщин, и те женщины, у которых было достаточно линолевой кислоты в коже, у них было меньше морщин. А те женщины, которые употребляли недостаточно полезных жиров и витамина С, у них были проблемы с сухостью кожи. Многие орехи, особенно миндаль, являются отличным источником витамина Е, который восстанавливает кожу, помогает удерживать влагу и защищает от ультрафиолетового излучения. Также в грецких орехах есть омега-3, которая защищает мембраны клеток и придает ей здоровый вид и защищает от солнечных лучей. В день рекомендуется употреблять горстку орехов. Можно их добавлять в различные салаты, закуски, в смузи и так далее. Следующий суперфуд, о котором я вам хочу рассказать, это шпинат. Он увлажняет и насыщает наш организм антиоксидантами, которые блокируют воздействие свободных радикалов на нее. В своем составе он имеет такие витамины, как А, С, Е, К, также магний, железо и лютеин. Высокое содержание витаминов и полезных микроэлементов усиливает выработку коллагена, и тем самым это делает нашу кожу здоровой, гладкой и упругой. Также шпинат замедляет когнитивные возрастные изменения. Проводился эксперимент с 960 пожилыми людьми старше 85 лет, которые не
не страдают деменцией. В течение 5 лет они проходили различные тесты, которые проверяли их когнитивные способности, их память, зрительно-пространственные способности, скорость восприятия. И также им нужно было заполнить анкету, то есть опросник, в который был включен вопрос о количестве потребляемой зелени, в частности шпината. И выяснилось, что люди, которые употребляли шпинат, их разум был на 11 лет моложе фактического возраста. Обычно шпинат я кладу либо в салат, самый обычный делаю огурцы, помидоры, болгарский перец, оливковое масло, либо же делаю протеиновый коктейль. Добавляю шпинат, 1 банан, овсяное молоко, семена чиа и веганский протеиновый порошок. Сейчас мы это все приготовим. Так, в принципе, я готовлю этот протеиновый коктейль, мне кажется, уже на протяжении долгого периода времени. Готовлю, не могу сказать, что я прям регулярно его употребляю, но периодически мне нравится, особенно когда я не успеваю поесть, а мне нужно, да, что-то вот сытное, восполнить калории, там, особенно после тренировки, то это просто отличный выход. Опять же, шпината можете класть на свое усмотрение больше, либо меньше. Понятно, там много полезностей, но шпинат, он будет давать вашему коктейлю более такой, ну, зеленый вкус. То есть, понятное дело, это такой вкус на любителя. Но чем чаще вы употребляете подобные напитки, да, там зеленые смузи и так далее, тем больше ваш организм к этому привыкает, и вкус становится уже вполне сносным. Если вы еще не употребляли ничего подобного, вы там не любитель, то можете класть хотя бы немножко, пару листочков того шпината, все равно они пойдут вам на пользу. Так, добавляем семена чиа. Протеиновый порошок я обычно кладу вот такую капу с горой и заливаем молоко. Наш протеиновый коктейль готов. Здесь получается, вот сколько я сделала, это примерно 2 чашки, и это такая стандартная порция, которую обычно нужно выпить после полноценной тренировки, ну, либо же до. Следующий анти-эйдж продукт – это папайя. Это удивительный суперпродукт, который имеет в своем составе антиоксиданты, витамины и минералы, которые улучшают эластичность кожи и сокращают появление мелких морщин. Большое количество антиоксидантов в составе папайи помогает бороться со свободными радикалами и замедляет признаки старения. Также ученые выяснили, что папайя способна восполнять питательные вещества, которых не хватает в организме, улучшает микробиому кишечника, повышает иммунитет, а также обладает противовоспалительным свойством. Также, помимо всего этого, в ее составе есть фермент папаин, который является лучшим природным противовоспалительным средством. Также папаин помогает расщепливаться белкам на более мелкие фрагменты, пептиды и аминокислоты, которые регулируют внутренние процессы организма. И также часто папаин добавляют в различные косметические средства, которые отшелушивают кожу. Так что употребление папайи и продуктов, содержащих в своем составе папаин, помогут вам избавиться от омертвевших клеток кожи и сделать ее здоровой и сияющей. Но будьте также осторожны, потому что часто папайя может вызывать сильные аллергические реакции, поэтому важно протестировать, попробовать небольшое количество фрукта. Если все окей, тогда уже включать ее в свой рацион. Из папайи можно приготовить простой завтрак. Разрезаем фрукт пополам и очищаем его от косточек. Сверху кладем кокосовый йогурт без сахара. Также я добавлю натуральную миндальную пасту и украшу тыквенными семечками и орехами макадамия. Следующий продукт – это брокколи. Этот овощ обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами. В своем составе он имеет такие витамины, как С, К, антиоксиданты, клетчатка, фолиевая кислота, кальций и лютеин. Клетчатка полезна для желудочно-кишечного тракта, фолиевая кислота полезна для иммунной системы, а лютеин и кальций помогают сохранить память. Брокколи можно приготовить как угодно. Их можно запекать в духовке, приготовить рагу, добавить в суп, добавить в салат, есть их просто в чистом
виде. И последний продукт, о котором я расскажу, это фрукт авокадо. В его составе полезные жирные кислоты, которые делают нашу кожу эластичной, гладкой, здоровой. Также в нем содержится множество полезных питательных веществ, которые помогают предотвратить негативные признаки старения. В 2013 году проводилось исследование, в ходе которого было выявлено, что в составе авокадо есть вещества ксантофилы. Они обладают антиоксидантными свойствами и защищают молекулы ДНК, тем самым замедляют процессы старения. Касаемо авокадо, я его готовлю в нескольких вариантах. Это либо обычный салат, просто добавляю авокадо, либо же это какие-то бутерброды, сэндвичи с авокадо, либо же это протеиновый коктейль. Но туда я кладу крайне редко авокадо, потому что оно добавляет больше калорийности, то есть это совсем вот если необходимы калории, то есть если ты совсем изголодался и вот хочешь выпить такой хороший протеиновый коктейль, либо, например, когда у меня там были запись курса тренировок, тогда мне просто необходимы были такие коктейли, то можно добавить, например, пол авокадо. Сейчас я буду готовить мексиканскую закуску гуакамоле. Для ее приготовления нам понадобится авокадо, помидоры черри, зеленый лук, петрушка, чеснок и лимон. Нарезаем мелко зеленый лук, помидоры, петрушку, дальше очищаем авокадо, затем измельчаем чеснок, добавляем лимонный сок и специи по вкусу. И затем мы его должны превратить в такую кашицу. Можно для этого использовать, например, стакан. Наша гуакамоле готова. Ребят, я очень надеюсь, что мне удалось вас замотивировать питаться здоровой пищей, больше заботиться о собственном теле, о своем здоровье. Если видео стало для вас полезным и понравилось, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока!